Korkuyorsan bir tek senin için korkuyorum. Başına bir şey gelmesin diye. Lan benim senden başka kimsem yok. Anlamıyor musun lan beni? Vur lan, bu eli kaldırdıysan vuracaksın lan. Ben babamdan başka kimseyi tanımadım lan. Babamın kokusunu almadım. Seni babamın yerine koydum lan ben. Kahramanım dedim. Sen ne yaptın? Sen unuttun, beni de unuttun, babamı da unuttun sen. Niye unuttun abi? Ne olur söyle, niye unuttun? Bir şey olmuş söyle. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Эпизод, начинающийся со стрельбы в Тимура, становится поворотным моментом, который меняет ритм сериала «Корона». Этот инцидент не просто перестрелка, это взрыв, который выносит на поверхность тайны прошлого. Момент, когда Тимур падает, открывает глубокие трещины во внутреннем мире Рейхан и семьи Карсли. Теперь каждый вынужден пересмотреть свои убеждения, как в себе, так и друг в друге. Последствия стрельбы в Тимура начинают раздаваться подобно буре не только в особняке, но и по всему району. Пытаясь выяснить, кто стоит за этим инцидентом, Зюльфикар Карсли понимает, что некоторые соглашения, заключенные им в прошлом, могут отозваться и сегодня. Он осознает, что Тимур больше не просто гость, а стал наследным принцем, держащим судьбу своей семьи в своих руках. Это осознание одновременно пугает и в какой-то момент наполняет Зульфикар гордостью. Потому что инстинкт, который она подавляла годами, чувство того, кому она однажды доверит свое наследие, теперь стоит перед ней, живой и здоровой. Однако для Рейхан ситуация совершенно иная. Она переживает момент, когда Тимур лежит весь в крови не как сон, а как кошмар. Ее сердце горит от сожаления о том, что она нашла его слишком поздно, а глаза жаждут, чтобы он снова вздохнул с каждой секундой. В этот момент Рейхан осознает, что страх потерять любимого человека превзошел все прошлые ссоры, гордость и недопонимание. Для нее речь идет уже не только о любви, речь идет о борьбе одного сердца за то, чтобы удержать другое, на тонкой грани между жизнью и смертью. По мере того, как в Исенлире нарастают отголоски расстрела Тимура, одна за другой начинают всплывать грязные интриги. Кто кому служит, кто за каким столом играет, картина становится размытой. У всех на устах одно и то же: почему Тимура выбрали мишенью? Ответ на этот вопрос не просто месть, а демонстрация силы. Очевидно, что кто-то намерен перевернуть судьбу семьи Карсли. Яхья пытается восстановить равновесие в этом процессе. Тайные интриги, проделанные без ведома Селима, вот-вот раскроются. Яхья изо всех сил старается защитить репутацию семьи и скрыть прошлые ошибки. Однако каждый шаг затягивает его все глубже в трясину. Потому что каждая тайна порождает другую, каждая попытка защититься приводит к новому предательству. В больничной палате Тимур, израненный, словно перенесся в прошлое. Он помнит голос матери, запах ее стрепни, теплые дни своего детства. Каждое воспоминание вдыхает новую жизнь в его сердце. Теперь он понимает, что он не просто воин или носитель наследия. Он человек, который пытается уйти от своих корней, но никогда не сможет избежать взросления в их тени. Это осознание знаменует начало серьезной трансформации внутреннего мира Тимура. Пришло время быть честным с Рейхан, своей семьей и, самое главное, самим собой. Потому что взгляд в его глазах в этой серии передает: время бороться, а не сдаваться. Несмотря на то, что его судьбу формируют другие, он полон решимости проложить свой собственный путь. Рейхан пытается подавить свои эмоции на протяжении всего этого процесса, но боль на ее лице очевидна в каждой сцене. Даже мысль о возможном отсутствии Тимура способна разрушить ее жизнь. Любовь в ее сердце смешивается со страхом, превращая Рейхан в женщину одновременно сильную и хрупкую. Каждая секунда, проведенная без Тимура, словно теряет частичку ее сердца. Со стороны Зульфикара ситуация становится более политической. Он разрывается между защитой сына и сохранением репутации семьи. С одной стороны, грехи прошлого, с другой — ответственность за будущее. Зульфикар старается не позволить сыну расплачиваться за ошибки, совершенные им в прошлом, но паутина судьбы уже сплетена. Решимость в глазах Тимура в конце серии предвещает все.
Он больше не просто скован прошлым, он стал наследником своей судьбы. Его любовь к Рейхан, отстраненность от Зульфикара, доверие к Яхье – все это подвергается испытанию. Но на этот раз он не намерен проигрывать. Отлично. Итак, основываясь на событиях 6-й серии Велиахта, я подготовил длинный и подробный глубокий анализ который исследует внутренние конфликты персонажей и то, что готовит им будущее. В этом тексте драматично исследуются трансформации, которые переживают герои после эпизода, их подавленные эмоции и последствия, которые они испытают в следующих сериях. Столкновение Тимура со смертью изменит судьбу Рейхан. Хаос, начавшийся со стрельбы в Тимура, это не просто физическая рана, эта рана открывает истину, которая глубоко ранит сердце Рейхан. Любовь иногда зовется величайшим страхом. В этот момент Рейхан понимает, что ни прошлая гордость, ни давление семьи, ни тайны, вставшие между ними, не сильнее страха потерять Тимура. Каждая секунда, проведенная у его постели, меняет сердце Рейхан. Борьба Тимура за жизнь превращается в желание Рейхан цепляться за собственные чувства. Рейхан больше не будет руководствоваться лишь желанием сохранить жизнь любимого человека, а скорее построить будущее с ним. Однако это стремление сталкивается с серьезным препятствием – ее семьей. Глубоко укоренившаяся натура жителей Карса стремится защитить наследие Рейхан, а не ее сердце. Заявление Тимура «я не вернусь», даже будучи раненым, вызывает у Рейхан одновременно восхищение и страх. Рейхан знает, что если Тимур выживет, это будет не просто воскрешение, это станет началом новой войны. Тайны прошлого Зульфикара Карслы сожгут всех. Расстрел Тимура вынесет на поверхность тайны, которые Зульфикар хранила годами. Темное прошлое семьи Карслы стало неоспоримым. Когда Зульфикар осознает, что нападение Тимура не случайно, он обратится к своему прошлому и начнет с ним считаться. Заключенные им когда-то соглашения, уступки, на которые он пошел, чтобы хранить молчание, теперь превратятся в ловушку, угрожающую жизни его сына. Как бы Зульфикар не старался казаться сильным, на этот раз отцовский инстинкт возобладает. Он готов отказаться от наследства и даже репутации ради сына. Но окружающие Зульфикара власти не позволят ему сделать это признание легким. Для него теперь дело не только в защите сына, но и в очищении темного прошлого семьи. Поэтому в 7 серий выяснится, что заключенное Зульфикаром соглашение привело к убийству Тимура, радикально изменив как отношения между отцом и сыном, так и значение фамилии Карсли. Предательство Яхьи потрясет основы семьи Карсли. Яхья всегда считался самым близким человеком Зульфикара. Но в этой серии выясняется, что его преданность висит на волоске. Даже если он не был напрямую причастен к убийству Тимура, некоторые действия Яхьи в прошлом сделали это убийство возможным. По мере того, как внутренний конфликт Яхьи нарастает, зрители станут свидетелями его борьбы с совестью. Его преданность Зульфикару, с одной стороны, и инстинктивное стремление защитить собственные интересы, с другой, постепенно приведут его на темный путь. В следующих сериях выяснится, что некоторые действия Яхьи под видом защиты на самом деле направлены на спасение себя, а не Зульфикара. Это не только подорвет доверие между ним и Тимуром, но и спровоцирует гражданскую войну в семье Карсли. Сопротивление Рейхан станет символом женской силы. В этой серии Рейхан преобразится в совершенно другого персонажа после пережитой травмы. Она больше не будет женщиной, борющейся исключительно за свою любовь, а будет отстаивать свою честь и свои слова. Упорное стремление Тимура выстоять, даже будучи раненым, также придаст Рейхан сил. Вместо того, чтобы сдаться судьбе, она решит проложить свой собственный путь. Слова Зульфикара «твое место за семейным столом» вызовут глубокий бунт в Рейхан. Она больше не позволит никому диктовать ей путь под видом наследства. После этой серии Рейхан станет центром сериала. Гнев Рейхан будет расти так же сильно, как и любовь в ее сердце, и этот гнев превратится в огонь, который в будущем пошатнет равновесие семьи Карсли. Воскрешение Тимура станет началом новой войны. Когда Тимур вновь откроет глаза в больничной палате, это не только спасет чью-то жизнь. Этот момент ознаменует начало новой расплаты.
Эта стрельба станет для него словно вторым рождением. Теперь его страх сменится гневом, а уязвимость – решимостью. Тимур потребует ответа за все, о чем молчал в прошлом, он будет показывать, кто друг, кто враг, кто живет в тени своей семьи. В процессе этого его чувства к Рейхан будут крепнуть, но он также будет стараться сдерживаться, зная, что это причинит ей боль. Слова Тимура «Я вернулся не жить, а побеждать» станут его новым девизом в последующих сериях. Виллерд. Серия 6. Сериал вступит в новую эру. С этой серией Виллерд превратится не только в сериал о наследстве и борьбе за власть, но и в сериал об эмоциональных переживаниях. Воскрешение Тимура, преображение Рейхан, столкновение Зульфикара с прошлым, предательство Яхьи и постепенное появление невидимых врагов в семье вовлекут зрителей в многослойную историю. Теперь каждому персонажу предстоит испытание. Звездочка Рейхан окажется между сердцем и гордостью. Звездочка Тимур окажется между прошлым и будущим. Звездочка Зульфикар окажется между отцовской идентичностью и лидерством. Звездочка Яхья окажется между преданностью и амбициями. И каждое решение перепишет судьбу семьи Карслы. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.